ополчения. Добрый день. Да. Пристегнитесь. Прохладно. Погода вообще просто. Ноги сломаешь. Обычно я на метро, потому что быстрее. Но здесь решил комфортнее. Потеплее. Потеплее, приятнее. Нормально еще. Можно иногда себя порадовать, побаловать. Иногда праздник можно для себя сделать, действительно. Я исключительно пассажир. Мне папа твердо сказал о том, что не надо тебе машину, пока есть возможность, будь пассажиром. А почему? Ну, потому что когда я еду на работу, мне нужно сосредоточиться, собрать мысли, потому что в семье непонятно что. Поэтому комфортнее, свободнее, спокойнее. Тем более с вами. Что, я какой-то особенный? Я чувствую ауру. Приятный человек. Ну ладно. Всегда очень. Когда комфортно, спокойно. Когда хорошая музыка. У меня с мультимедией сейчас проблема. Не работает. Я никак починить не могу. Алло. Да, Петрович. Что? Все понятно. Все, сейчас буду. Мы можем вернуться, пожалуйста? По адресу. Можем, вам только нужно точку, добавить остановку в программе. Добавлю. Откройте приложение, там будет добавить остановку. Добавил. Внизу. Нет, тут внизу в самом отлистайте и напишите еще раз этот адрес на Швецова. Сейчас, подождите, у меня не отразилось еще. Добавьте. Подождите, добавили? Да. Все отразилось. А что случилось-то? Забыли что? Что-то то, что как бы и ожидалось. Ну ничего, серьезно? Да. Ой, Что-то серьезное, нет? неважно. Ну ладно. Давайте только поскорее, пожалуйста. Ну я светофор, секунду. Тем более он вон долгий, 70 секунд. Можно его? Да не, ну так-то не получится. Тут ехать 2 минуты, сейчас доедем. 2 минуты дорогого стоит. Ну я понимаю, но быстрее не могу. Да, алло. Да, я понял. Долго вас ждать? Долго вас? Подождите. Ну я включу, если что. Ладно, давайте. Хорошо. Все, можем ехать? Да. Ну что, все нормально, нет? Что вас подтряхивает? У вас есть вода. Вода? Ну, все, что есть.
какая-то вам нужна? В этом уже не поможешь. Ну, что случилось-то? Что? Застал среди белого дня, блядь, только ушел на работу, она уже... Жена? Или кто? Да молодая сучка, на 20 лет младше. Жена? Да. Ну, Мужик одевает трусы, нормально? Жена в моем доме. а вас кто-то предупредил, что ли? Я не очень- Слава богу, соседа предупредил, уследил. А так бы понятно. А сосед-то как среагировал, не очень понял. Так же, как и я. Нет, а как он вообще, ну, в плане того, что вы попросили, что ли, его? Конечно. Как он среагировал-то? Ну, Проставился, заплатил, чтобы он присматривал? последил, да. А, понятно. Но в итоге вот оно и вышло. Мгм. Все. Наяву вся правда. Жестко. Вы успокойтесь, ладно, ну не конец света, как говорится, неприятно. Мужику-то ничего не сделали. Да я не стал трогать, господи, боже мой. Что думаете теперь с женой делать? Да что мне с ней делать? Нафиг пошла, да и все. Ну, разводиться или что, или воспитывать будете? Да, конечно, развод. Какое воспитание? Нафиг мне здесь воспитание? Ну, Здесь может, никакого- любите вы ее так, что не сможете отпустить, я же не знаю. От любви до ненависти, знаете что? Один шаг. Вот она, ненависть и сработала. Все. Здесь уже только точка. Здесь по-другому быть не может. Мгм. Воспитывать. Как ее воспитаешь? Ой, господи. Ну вы ладно, что, не переживайте, как говорится. Я понимаю прекрасно все эти ситуации. Хочется жить с молодой, но молодая — это всегда риск в плане именно вот таких вот историй. Потому что у молодых в голове непонятно что. Вообще у женщин непонятно, что в голове, а у Да. молодых-то особо непонятно. Непонятно, что не устраивает. Да. Я тоже не такой старый. А сколько у вас разница? 20 лет. И что? Не, ну ничего, просто смотрю. Ей 20, мне 40. И что? Ничего. Красивый, зрелый мужчина. Работающий, не пьющий. Коза. Молодая. Ну, пусть гуляет он. Пусть пасется на другом пастбище. Мне такого не надо. Все. Спасибо, да, Петровичу. Потому что это нужно было поставить точку. Потому что я чувствовал об этом. Но не мог уследить, потому что я работаю. А она сидит дома. И не просто сидит, оказывается. А еще и лежит, простите. Еще и лежит. И лежит. Ой, господи. Поэтому все. Может, надо просто это самое, уже постарше женщин выбирать, повнятней, чтобы без этих всех. Понятно, что хочется помоложе. Но может уже как бы и фиг с ним, пускай не помоложе, но хотя бы повернее, что ли, как-то Постарше, так. она будет еще более опытнее. Ну так может и она степенится, она уже не будет вот такой историей заниматься. Мое мнение, хотя, ну, может, оно и не право. Не знаю. У меня и взрослые женщины были, и Но они молодые. были не в женах. Нет. Вот. А это жена. Ну, это да. Это жена, это брак, который она подписывала в ЗАГСе. Да, согласен. Заключали семейное соглашение. И в итоге что? Где оно, это семейное соглашение? Ладно, я вам сочувствую, но держитесь, ничего страшного, я думаю, что переживете, как говорится, время все лечит и все будет потом хорошо. Хорошо, что еще так произошло. Лучше раньше, чем позже, понимаете? Время лечит и залечивает. Залечивает. Потому что такие раны, они тяжело переносятся и тяжело залечиваются. Согласен. Ну, ладно, расслабьтесь. Это рана не только на сердце, это рана еще в голове. Ну, А согласен. теперь попробуй доверить какой-нибудь
свой дом, свою судьбу в мой дом таскать мужиков при живом муже. Спасибо вам за поддержку. Спасибо за воду. Ну, воды-то я вам немного дал, что называется, здесь что было, чем богат, как говорится. Возьмите, пожалуйста. Чего? Да нет, у вас же безнал, не надо, что вы. Да ну, перестаньте. Да не, да. Не надо. Послушайте, да у вас и так сегодня день не очень, я понимаю. Ожидание у вас снова платное по безналу спишется. Возьмите. Не надо. Все хорошо, нормально. Главное вам удачи и всего остального. Спасибо за поддержку. Давайте, да, я вам руку пожму. Все, да. Не волнуйтесь. Женщины, они такие коварные, всякое бывает, поэтому не переживайте. Все будет хорошо. Ладно? Давайте. Женщина. Больше с духом. Все. Женщина — это страх. Это не последняя женщина была на этой жизни у вас. Все будет хорошо. Спасибо еще. Я в вас верю. Пока. Дня. Спасибо вам тоже. Счастливо. Вот у мужика как история-то, да, складывается. Просто непросто. Просто непросто. Да пиздец, я вот не знаю, что бы я сделал, если бы я пришел домой, а у жены какой-то пихарь на кровати трусы натягивает. Я знаю себя, был бы и пихарю, и жене. Ну, я, может быть, потом бы подумал, конечно, головой холодной, но первые мои были бы, ну, все, хана. Они бы... Ну, короче, не хочу развивать эту тематику. Надеюсь, жена, ты сейчас все-таки одна дома. Ну, или с детьми, не знаю, сколько времени. Короче, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы нас всех миновала эта история. Ну его нахер. Ну его нахер, друзья мои. Ну и сами не оказывайтесь в этой истории. Помните, что муж всегда может вернуться. И этот еще ладно, как говорится, а может вернуться какой-то, как я. И тогда трусы уже будет натягивать не на кого. Так что берегите себя, как говорится, и не блудите там, где это опасно. Особенно с замужними у них дома, потому что это пи***ц. Ну или так, нет, давайте вот так, все, забыли все, что я сказал. Друзья мои, не душитесь потратить пару тысяч рублей на какой-нибудь отель, гостиницу. Иначе могут быть нюансы. Вот такой сегодня будет вайб дня и посыл. Ладно, поеду работать дальше. Ведь кто никак не Чип и Дейл спешат на помощь.